Вряд ли вы когда-то слышали имя Наташи Кампуш или видели ее лицо, но в Австрии история этой девушки гремела повсеместно. Девочка, которую украли в 10-летнем возрасте и продержали в плену 3096 дней, не только сумела сбежать от похитителя, но и постаралась выжать из своего опыта максимум пользы, начав рассказывать свою историю и помогая жертвам аналогичных преступлений. 2 марта 1998 года в отделение венской полиции позвонила женщина. Она представилась Бригитте Серни и сообщила о том, что пропала ее 10-летняя дочь Наташа Кампуш. Оказалось, что накануне девочка приехала с каникул, которые провела с отцом в Венгрии, а в понедельник уже в Вене пошла в школу, из которой не вернулась. Женщина позвонила в учебное заведение, но там сказали, что Наташа в этот день пропустила уроки. Тогда-то мать и решила обратиться в полицию. Девочку начали искать немедленно. Первым делом обследовали маршрут от дома Кампуш до ее школы, а также проверили ближайшие пруды. К поискам подключили служебных собак, но они не смогли учуять след ребенка. Полицейские предположили, что Наташу похитили, и начали опрашивать возможных свидетелей преступления. Обратившись к стражам порядка, 12-летняя школьница заявила, что видела, как пропавшую девочку насильно усаживали в белый фургон. Полицейские решили проверить все подходящие по описанию машины. Также поиски начали вести в Венгрии, откуда Наташа недавно приехала. У девочки были с собой документы, поэтому следователи предположили, что по своей воле или нет, Наташа могла пересечь границу. В это время в поле зрения правоохранителей попал бывший техник Вольфганг Приклопль, у которого в собственности имелся белый микроавтобус, подобный тому, который описала юная свидетельница преступления. Мужчина объяснил, что машина нужна ему для перевозки стройматериалов. Следователи провели стандартный опрос, в ходе которого выяснилось, что у Вольфганга нет алиби. 2 марта он якобы был весь день дома в одиночестве. Поскольку во время расследования полицейским пришлось проверить около 700 машин и опросить примерно такое же количество автовладельцев, на Приклопеля не обратили должного внимания. Он ни у кого не вызвал подозрений. О мужчине вскоре все забыли, даже не догадываясь, что в потайной комнатке, размер которой едва достигал 5 квадратных метров, он прячет перепуганную 10-летнюю девочку. Комната, в которой жила Наташа, находилась на глубине 2,5 метра под землей. В ней не было окон, только вентиляция, обеспечивающая поступление свежего воздуха. Каморка запиралась 2 дверьми, одна из которых весила 1,5 центнера. Помещение было полностью звуконепроницаемым, поэтому все попытки Наташи создать как можно больше шума, чтобы привлечь к себе внимание, были тщетны. Войти в комнату можно было только через гараж. Первая дверь пряталась за невзрачным шкафом. В течение 6 месяцев Наташе было запрещено покидать ее импровизированную тюрьму. Но позже, когда мужчина почувствовал со стороны девочки возрастающее доверие к себе, начал выпускать ее на короткое время пройтись. Также он обставил комнату так, как этого хотела Наташа. У девочки появился телевизор, доска для записей, стол и стул. Все это время похититель приносил ей в больших количествах книги, журналы и игры. В 2004 году следователи, искавшие Наташу, пошли по ложному следу. Они предположили, что с исчезновением девочки связан француз Мишель Фурнире, осужденный за аналогичные преступления. Правда, убедительных доказательств его причастности не нашлось. Тем временем Приклопель все больше убеждался в идеальности своего преступления. В 2005 году он расслабился и начал выпускать Наташу прогуляться не только по дому, но и по саду. Год спустя он даже разрешил девочке искупаться в соседском бассейне. Ходят слухи, что однажды он вывез 17-летнюю Наташу на лыжный курорт, позаботившись о том, чтобы у его пленницы не было возможности сбежать. Информация о целях Приклопеля разнится. По словам самой Наташи, похитил он ее для того, чтобы она выполняла работу по дому. Вольфганг следил за режимом ее дня и старался, чтобы его пленница продолжала обучаться, читая книги. При этом мужчина говорил ей, что выход из убежища заминирован, поэтому девушка не сможет оттуда выбраться без него. А иногда угрожал физической расправой, уверяя, что у него есть агрессивные сообщники. Периодически и сам применял силу, после чего пытался успокоить свою пленницу. Однако спастись Наташе все-таки удалось. Это случилось в 2008 году, когда Приклопель попросил девушку пропылесосить салон машины, а сам в это время отвлекся на телефонный звонок. Наташа оставила пылесос включенным и убежала, куда глаза глядят.
Она стучалась во все двери ближайших домов и просила о помощи. В итоге на ее призыв откликнулась пожилая женщина, которая и вызвала полицию. Приклопеля пытались задержать, но он погиб, уходя от погони. Наташа искренне расплакалась, когда узнала об этом. Из-за ее реакции на смерть мучителя журналисты предположили, что у девушки развился стокгольмский синдром, но сама Кампуш отрицает это и утверждает, что всегда считала Вольфганга не более чем преступником. История Наташи получила широкую огласку. Долгое время девушка боялась рассказывать о своем опыте, но со временем пришла в себя и начала общаться с журналистами. Она даже выпустила автобиографическую книгу «3096 дней», по которой был снят одноименный фильм. Также она вела свое ток-шоу на телевидении, демонстрируя таким образом общественности, что оправилась от психологической травмы и смогла перебороть свое недоверие к людям. Часть заработанных денег, а именно 25 тысяч евро, она пожертвовала женщине по имени Элизабет Фрицли, которая долгие годы прожила в плену собственного отца. Также Кампуш стала членом организации «Люди за этичное обращение с животными». Она даже написала письмо австрийскому министру сельского хозяйства, в котором заявила: животные, если бы они могли, сбежали, как я, потому что жизнь в неволе, жизнь полная лишений. Вам решать, должны ли общительные, умные и замечательные создания быть освобождены от цепей и клеток, где их держат безжалостные люди. Сейчас Наташа увлекается рисованием, изучает фотоискусство. Говоря о природе своего заключения, утверждает, что хоть это и было тяжелым временем, сейчас она живет так, как хочет, и не терзается чувством, что в детстве упустила что-то важное. Кстати, девушка унаследовала дом, в котором жила пленницей. Он и сейчас значится в ее собственности. Журналистам Наташа рассказала, что поддерживает жилище в чистоте, так как это стены, в которых прошла ужасная часть ее детства, оказывают на девушку терапевтические действия. Хотя подобные преступления внушают ужас, история Наташи может быть примером того, как человек способен возрождаться из пепла и продолжать творить добро, несмотря на то, какое зло ему довелось пережить. Чтобы выжить и не сойти с ума, Наташе пришлось спрятаться от реальности в воображаемый мир. Конечно, у меня оставалась надежда спастись. У меня было столько планов на жизнь, что я просто не могла сдаться, сказала Наташа в одном из телеинтервью. Бывшая пленница Приклопеля ведет довольно активный образ жизни, чем вызывает недоумение и раздражение общественности. Согласно общепринятому мнению, после побега Наташа Кампуш должна была впасть в депрессию, затем отправиться на лечение в психиатрическую больницу, а после вести уединенный образ жизни. Но Кампуш не отказывала в интервью, хотя и предоставляла журналистам только ту информацию, которую хотела. Кроме того, она сделала карьеру на телевидении. В 2008 году в течение 2 месяцев она вела ток-шоу, а затем написала книгу воспоминаний. Похищение Наташи Кампуш – это та тема, которая не утрачивает интереса на протяжении более чем 10 лет. Спустя 5 лет ее отец Людвин Кох в своем произведении обвинил дочь во лжи. Отзывы о книге Наташи Кампуш смешанные. Ее история никого не оставила равнодушным. Однако книга «3096 дней» не проясняет много из истории о похитителе и его жертве. Мечты о жизни на свободе – главное, что помогло ей выжить в плену, как утверждает Наташа.